Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, вот такие вот новости. Первая новость — это связь на Москве. Ну, там упали сейчас, во-первых, упали у них очень многие программы, там в том числе и WhatsApp, и мобильная связь, всякие мегафоны, шмегафоны. Это все упало, ну, не знаю, скорее всего, работа ихнего КГБ, хотя, может, и наши долбанули, но мне почему-то кажется, что это внутренняя работа, они проверяют отключение и так далее. Тем паче на фоне того, что до 9 мая, то есть до Дня Победобесия, на Москве будет отключена мобильная связь. Но это вообще не мобильная связь, мобильный интернет. Это вообще, ребята, полный цирк, полный аут. Это позорище, знаете. Позорище, которое тяжело описать, потому что трусость московского режима, этого кремлевского, она не имеет границ. Они боятся собственной тени и боятся, что на параде им что-то там прилетит по кумполу. Да, поэтому отключают на Москве связь по интернету. Ну, мобильную, понятно, да, мобильный интернет будет отключен. Да, это, ну, я же говорю, это позорище, одним словом, да, и все. Вот, ну и к Соединенным Штатам. Да, сейчас еще один момент скажу еще по войне. Тут расисты с утра начали сильно разгонять, у них зрада полетела, Теткина штурмуют, говорят, хохлы штурмуют Теткина, да, напали. Вот, и звездюлей дают мальчикам в трусиках, мальчики в трусиках убегают, получают пиндюков, да, мальчиков в трусиках обижают, и, значит, в общем, все у них там нехорошо. Там действительно Теткина такой медвежий угол, что называется, который вклинивается в нашу территорию. Теткина — это Курская Народная Республика. И она как бы клином входит в территорию Украины, и, соответственно, ну, там очень просто их гасить с двух сторон, что сейчас и происходит. Плюс мост очередной раз в Ванном разбили. Они его, кстати, поремонтировали были. И поремонтировали и накрыли сетками против дронов, чтобы, не дай бог, ничего не сломалось. Дроны ничего не сломали там на мосту. Вот. Но, как оказалось, против артиллерии вот эти сетки, они, ну, не защищают. Я не знаю почему. В принципе, авоськи же можно снаряды ловить или нет? Как-то так, да. Очень интересный момент творится. Да, так что вот опять в Курской Народной что-то происходит. Только Герасим своему муму доложил, вот этому верховному муму доложил, что они, значит, победяли, победили, да, в Курской Народной Республике. А тут бац, вот такая вот неприятность произошла. Не знаю, чем все закончится, но российские эти Z-военкоры сейчас очень сильно жалуются на то, что все пошло как-то вот не так. Ну, не так-то и не так. Да, и как же без Трампа? Вы что, без... Трамп, если что-то не отчудит с утра, то он папой римским хочет стать, то он джедаем хочет стать. Кстати, он хотел стать джедаем, но почему-то помните, да? Вот эту фотографию вчера, я даже на этом останавливался, а мне написали, что я вообще далек от этих всех фильмов. Вот, но мне написали, что меч они неправильно подобрали Трамп. Красный меч, говорят, был у плохих, да, у представителей плохих, а у джедаев вот вроде синий был. Вот, а он себе взял красный меч, не знаю, может, трофейный, что-то знаю. Вот, ладно, давайте к серьезному. Трамп снова начал говорить о Гренландии. Офигеть можно, да? Опять ему Гренландия нужна. Вот, потому что Гренландии очень сильно угрожают вот внешние силы. Я вот только не понял, какие силы все-таки угрожают Гренландии. Вот честно, сколько они спрашивали у датчан, Гренландия — это здание, всем понятно и так. Да, сколько у датчан не спрашивают, сколько у самих гренландцев не спрашивают. А кто ж вам когда угрожал, елки-палки? Вы находитесь в таком медвежьем углу, что, ну, блин, непонятно, как туда вообще добраться, не то чтобы угрожать. Вот. Но единственное, что они говорили, что угрожает сам Трамп. Ну, так что он сам от себя хочет защищать, я не понял. Вот. Ну, в общем-то, понятно, почему он это хочет делать, почему он хочет Гренландию, абсолютно понятно, полезные ископаемые. Полезные ископаемые плюс немеренное количество пресной воды. Вот, собственно говоря, ладжик просто открывался. Никакой, конечно, государственной безопасности там речь вообще не идет. И вообще это территория Дании. Да, то есть он опять завел вот эти вот бесполезные разговоры. А еще он сказал, что он не может полностью исключить применение силы в отношении Гренландии. Но если это случится, это вообще трепендец будет. Это будет трепендец. Не хочу даже думать об этом. Ну и еще один момент. Значит, Путин открывает Алькатрас. Ой, Трамп. Чуть не сказал, Алькатрас открывает. Да, это ГУЛАГ американский. Ну, ГУЛАГ. Это не ГУЛАГ, это
Это тюрьма сверхстрогого режима. Нет, давайте лучше скажем не ГУЛАГ, применим термин, потому что он неправильный, некорректный. А вот это американский ответ вот этой тюрьме в Эль-Сальвадоре, да, только вот более ранний, да, он был закрыт в свое время, туда туристов возили. Самая жуткая тюрьма в Соединенных Штатах Америки. И вот Трамп ее открывает, как он говорит, для всяких там убийц и страшных преступников. Ну, окей, да, это я не спорю. Но, видите, в контексте убийц и всяких преступников он также упомянул судей, которые, по словам Трампа, отмазывают вот этих убийц и всяких преступников. А тут уже любого судью можно. Это получается, что судья судит по закону, потому что американские судьи судят по закону в основном. Да, они люди очень принципиальные в большинстве своем подавляющем. Вот, и судят по закону. То есть, если американский судья будет что-то судить, что не понравится Трампу, а напомню, на Трампе сколько там уголовных дел и административных? 90? Я не помню точно, но Витя Янукович слезами обливается, когда слышит о таком количестве уголовных дел и говорит, я не винен, я практически девственен, да, на фоне Трампа, а меня прогнали, говорят. Он плачет каждый день, Янукович, да. Вот, то елки-палки, это ж любой судья, получается, я так понимаю, моим мозгом, что любой судья, решение которого, значит, не понравится Трампу, там же уже парочку судей арестовали, так что их в Алькатрас теперь отправят? Это будет вообще тогда будет блестяще, да? Тогда Америка точно уже покажет, что она является абсолютно демократическим государством, которому могут позавидовать даже такие супер-пупер демократы, как Путин и Ким Чен Ын, да, то есть, ну, блин, ну, я даже не знаю, как это комментировать, честно говоря, это полный трепендец. Еще один момент, президент США Макдак, нет, Дональд Трамп, но он еще Макдаком будет, подождите, он еще в образ войдет. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, объявил о вводе стопроцентных пошлин на иностранные кинофильмы. Блин, на что он еще пошлины не вводил? То есть, вообще, да? Я, честно говоря, не знаю, какой смысл этого всего действа и почему он так делает, ну, мне это неизвестно. По всей видимости, он хочет нанести урон китайской, ну, какой киноиндустрии, я не знаю. Явно российские фильмы они там не покупают, да, это трэш. Европейские фильмы, я не знаю, они их смотрят, не смотрят. Кстати, в Европе прекрасные фильмы, французский кинематограф, немецкий в ряде случаев, шведский. Вот. Но там вряд ли они нанесли бы какой-то ущерб американскому зрителю в плане кассовости и в плане всего остального. Это не то. Наверное, против китайских боевиков, я так понимаю, вот эти боевики, которые пачками штампуются в Китае, в Гонконге, ну вот, наверное, против них стоит ли? Ну, для того, понимаете, опять-таки, это же он идет по пути Советского Союза. Ну, елки-палки, это уже все пройдено. У нас тоже не давали ничего смотреть, никаких фильмов, нифига, все это было под запретом. Вспомните, да, 80-е, 70-е годы, особенно конец 80-х, вот эти вот первые не кинозалы, а вот эти вот, да, видеозалы, да, куда мы ходили смотреть всякую лабуду, там, где, значит, наговаривалось, помните, с прищепкой на носу наговаривали, вот это теперь Америка к этому возвращается. Блин, у меня просто нет слов, да, это... Ну, ты хочешь себя оградить от китайских кинофильмов, ну, сделай как-то там точечно. И то это дурня полная, я же говорю. Потому что для того, чтобы оградить себя от, ну, допустим, ему не нравятся китайские кинофильмы, он там это объясняет какой-то чухней, но тебе не нравятся китайские фильмы, ну, значит, создай для своих кинокомпаний такие условия, чтобы они снимали лучше, чем китайцы, вот эти боевики, да, потому что кроме боевиков там китайцы же ничего такого толкового не снимают. Вот, вместо этого ты берешь американского зрителя в стиле Советского совка такого дремучего, да, ограничиваешь вот французских прекрасных, испанских фильмов, да, и так далее, японских фильмов. Блин, это глупость, абсолютная глупость, но вот, как говорится, нет такой дурости, которую бы Трамп, знаете, не сделал и не упорол, и просто нет слов. Значит, ну вот теперь у них будет, как говорится, дефицит еще и на фильмы.
Какой в этом смысл? Дальше. Стивен Миллер, по всей видимости, заменит Уолтса. Пока что там Рубио на этом месте находится, да. Заменит Уолтса на посту советника Трампа. По всем вопросам он и так уже его фактически заменил, говорит Трамп. Как это отразится на Украине? Да никак не отразится, как было, так и будет, потому что вот эта политика, то, что сегодня есть, это результат как раз их усилий. И вишенка на торте. В стиле, опять-таки, СССР, наверное, да. Да не только СССР, Совка и постсовка. Значит, после того, как Трамп вводил пошлины на Китай, а вы же прекрасно понимаете, что американцы, вот того товара, который выпускают китайцы за 3 копейки, они выпускать не в состоянии и никогда не будут. Не потому, что у американцев руки матом стоят, нет, не поэтому. А просто потому, что китайцы на этих фабриках, расположенных где-то там в глубине Китая, где нет зарплат, они это делают все очень дешево и довольно качественно, да. Очень много всякой дребедени, да и электроники тоже, там не только дребедень. Вот, и каким-то образом уйти от этого момента невозможно. Значит, что получилось? Трамп ввалил пошлины Китаю, и Америка осталась без бытовых товаров. Чем это обернулось? Ну, скажите мне с одного раза, чем это обернулось? Все довольно просто. Помните год 90-й, 91-й, 93-й? Помните, да? Угу. Челноков помним? О, да, половина, наверное, из вас. Кто в Турцию ездил, кто в Польшу, кто в Югославию. Было дело? Было. Конец 80-х, опять-таки. Ну, правильно, правильно. Да, вот, челноки. Тут все, наверное, были челноками, в том числе и я. Вот, и, значит, ну что, поехали челноки в Китай. Массово. Из Америки тоже раньше ездили туристы в Китай, а теперь рванули, значит, таким аллюром челноки с огромными, я только не знаю, с клетчатыми они там сумкой ездили или с какими-то другими. Вот. А прикол в том, что каждый чудик индивидуально, да, может везти в США товара на $800, что мог везти. Что, в общем-то, совсем немало. И, соответственно, если, например, там послать там 10-15 человек, а что делать? И как-то же надо что выкручиваться, да? Если послать 10-15 человек, закупить какой-то товар, потом привезти его, значит, в США, ну вот и продавать. И классно, да? Вот, короче говоря, власти это прочухали и сняли вот эти $800 для Китая. И теперь все облагается налогами. Короче говоря, убили в зародыше челночество американское. Ну, вообще, конечно, ребята, мы это пережили в начале 90-х. Американцам, судя по всему, это все еще предстоит.